Большая просьба подписаться. Для вас это один клик, для меня это очень ценно. Спасибо большое. Данное видео предназначено только в образовательных целях, не призывает к нарушению никаких законов, а служит только для того, чтобы понять, как устроен счетчик, провести какие-то опыты или использовать где водоснабжение частное, скважины частные для личного учета. У нас новый счетчик, сейчас мы замерим, наберем определенный объем воды, замерим, сколько на счетчике, проверим, сколько в кастрюльке. Сейчас у нас 19 после запятой. Набираем, чтобы проверить в итоге разницу. Она пошла. Ну, где-то набрали мы, было 0 после 19, стало 6. 6 литров у нас должно быть в кастрюльке. Сейчас мы проверим. Даже не будем замерять. У нас вот по линию набралось. И мы потом проверим разницу. Внутри есть крыльчатка пластиковая. Мы сейчас подпилим несколько зубчиков в крыльчатке. Тем самым у нас должен уменьшиться показания счетчика при том же объеме воды, что мы набирали. Но нам надо это сделать. В других видео показывают в интернете, что разбирают, снимают циферблат, но он запломбирован. Пломбы бывают разные. Трогать мы не будем. Сейчас я вам покажу, как сделать данную операцию без снятия циферблата. Не трогаем пломбы, ничего не трогаем. Итак, что нам понадобится? Понадобятся плоскогубцы, крючок из медной проволоки, согнутый по особой технологии, запатентованной, пинцет и руки. Проволочку сгибаем, ну, примерно вот такая длина. На конце делаем крючок по размеру отверстия входного или выходного, куда будете запихивать примерно. То есть чуть больше или размером с шириной лопасти внутренней. Здесь будем браться плоскогубцами, чуть изгибаем вниз, для того, чтобы когда мы будем отрезать лопасть, нам было видно, плоскогубцы не загораживали наш яркий взор. Ну, приступим. Клиним крыльчатку. Здесь у нас крыльчатка почти горизонтально, чуть вверх смотрит, получается. Нагреваем проволоку на газу или горелкой. Зажигалкой я просто визуально покажу, чтобы вы поняли. Потому что у меня на плите кашу бежал, там ужас. Нагреваете до красна. Потом смотрите на крыльчатку и выжигаете ее. С первого раза не получилось. Вытащили, погрели. Опять. Так, срезаем полностью. Не надо бояться, если не получилось с первого раза, или она там повисла на какой-то заусенице, не до конца сплавилась. Она там не застрянет, никуда не денется. Провернуть вы всегда можете пинцетом. Нажимаете на крыльчатку вниз, она будет проворачиваться. Где-то сможете подхватить. И потом, когда она срезалась, вы просто дуете или в одну, или в другую сторону. Она у вас вылетает.
Мы видим на счетчике 5 литров в конце. В прошлый раз при 6 литров на счетчике у нас по ребро 6-литровое в кастрюле набиралась вода. Мы видим, все вращается. И, предположим, 7. То есть по счетчику у нас получилось 5 литров. В кастрюльке 6 литров. То есть на каждые 5 литров на счетчике 1 литр помимо счетчика идет. Итак, подведем итоги. 1, 2, 3, 4, 5. На 5 подпиленных лопастей у нас получается на счетчике 5 литров, по факту 6. Сколько чего, как посчитать? С математикой у меня плохо. Хотите, подсчитайте. Но явно лучше, чем было. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. И всего доброго. Спасибо за внимание.